Если вы читаете эти строки, что ж, поздравляю вас. Скорее всего, вы скоро умрете. Но самое главное, я сделал все, чтобы сохранить этот дневник. Это своего рода исповедь. Как одна находка могла уничтожить весь город. Но обо всем по порядку. Я работал слесарем на заводе. Наша бригада обслуживала открытый склад угля. Приезжали вагоны с разными марками, и мы разгружали их по определенным секторам. В один из жарких июльских дней, когда солнце выжигает все в течение дня, мы с ребятами пришли к одному из вагонов. Механизм опрокида заело. Нам удалось его разобрать, и под треск и грохот содержимое вагона высыпалось на открытый участок. На склоне небольшой угольной пирамиды лежал сверток из серой ткани. Кто-то из ребят потянул ее вниз, и возле наших ног оказалась древняя мумия. Она была вся черная от угля и времени. Ноги были поджаты под себя, а руки что-то обнимали, крепко прижимая к себе. Сколько же она пролежала, пока шахтеры не отрыли ее. Как только солнечные лучи попали на мумию, она сразу же вспыхнула. Но пламя было не оранжевое, а кроваво-красное. Пока мы бегали за огнетушителями, тушить было нечего. На месте черной мумии в кучке пепла что-то блестело. Мы аккуратно достали небольшой амулет. На нем был изображен козлоногий демон с рогами и бородой. В руках он держал мешочек, который был перевязан внутренностями этого демона. Они тянулись из его вспоротого живота. Все очень удивились такой тонкой работе мастера. Я думал о том, какие в древности были технологии, что могли изготовить такое из куска драгоценного металла. Я забрал амулет с собой. Нужно было оценить его в ювелирном, но как назло работы было очень много, и пришлось остаться до вечера. А когда поздно ночью я пришел домой, то обнаружил его в пакете. Оставив его в прихожей на тумбочке, я пошел сразу спать. Во сне я оказался в каком-то городе. На улицах везде лежали трупы. Взрослые, дети, животные. Их тела раздулись от неимоверной жары. По улицам ехала телега, запряженная 2 клячами. Их тела были покрыты небольшими желтыми волдырями. Жидкость в них как будто кипела. Эти сгустки постоянно меняли размер. То они сдувались, приобретая форму вишни, то раздувались, превращаясь в апельсин. Когда волдыри лопались, жидкость в них черная и вязкая, как смола, растекалась по телу, обжигая его. Из этой жижи появлялись небольшие жуки. У них были 4 лапы на красном продолговатом тельце. Они были похожи на кончики ножей. Оказавшись на свободе, они быстро разбегались по телу, разрывая шерсть. И там, где они зарывались, тотчас появлялся волдырь, который начинал пульсировать и наливаться. На телеге сидело 2 человека. Тела их были чем-то измазаны. Когда они подъехали ближе, я ощутил запах топленого свиного жира. Жуки ползали по ним, но не могли причинить вред. Они просто скользили в жире. Телега остановилась, и люди принялись загружать ее трупами. А я пошел дальше по зловонной улице. Из переулка громко скуля выползла собака. Шерсти на ее теле практически не было. Вся она сбитым комом тянулась за задними лапами. Все собачье тело было покрыто волдырями. Вдруг она остановилась и подняла свою набухшую пасть к небу и завыла. Ее тело начало трещать и разорвалось. И оттуда хлынули красные жуки. Они начали рвать мои ступни, поднимаясь все выше. Я упал на спину и начал кататься по земле, дико крича и пытаясь отогнать от себя этих кровожадных тварей. Перед моими полными ужаса глазами лежала разорванная, перекошенная пасть собаки. Неожиданно боль ушла.
Город и трупы пропали. Теперь я сидел в каком-то подвале. Передо мной за столом сидел человек в капюшоне. Лица его я рассмотреть не мог. В руках он держал амулет, такой же, как и мы нашли. Но на этом амулете демон был жив. Он был связан по рукам и ногам, лишь вращал головой в разные стороны и злобно рычал. Мастер сделал надрез мизинцем на брюхе у козлоногого. Кровь и внутренности вывалились наружу. Тогда он достал маленький мешочек и, вложив туда красного жука, из сердца демона завязал внутренностями. Рядом над камином в углублении стоял небольшой котелок. Человек в капюшоне, держа за цепочку, опустил амулет в него несколько раз. Когда все было закончено, человек кого-то подозвал, и из темного угла к нему вышла девушка. Он надел амулет ей на шею и открыл дверь. Поклонившись, она вышла. Я начал проваливаться в невидимую пропасть, пока не приземлился на что-то мягкое. Открыв глаза, я осмотрелся. Дома. Кошмарный сон постепенно развеялся, как утренний туман. От него осталась лишь небольшая тревога. Я пошел на кухню, приготовил кофе, сделал несколько бутербродов, взбодрился и поехал на работу. Я забыл о том, что брал с собой амулет, забыл про находку в вагоне с углем. Никто из бригады тоже не вспомнил. День на работе прошел спокойно, но чувство тревоги все нарастало. Откуда оно возникло, я уже не помнил, но оно глубоко засело внутри, больно сдавливая сердце. После смены я зашел в магазин, купил пиво и орешков. Возле подъезда сидели бабки, перетирая кости очередному бедолаге. Я поздоровался и, услышав в ответ тошнотворное «Здрасте», я собирался уже войти в подъезд, когда обратил внимание на кота. Он сидел под лавкой, вылизывая себе лапу, а на шее у него был небольшой волдырь оранжевого цвета. Он постоянно пульсировал, все больше наливаясь. Паника полностью охватила сознание. Я понимал, что нужно бежать, прятаться, но от чего? Зачем? На тяжелых ватных ногах поднялся к себе и, закрыв дверь, не раздеваясь, рухнул в кресло и включил телевизор. Там показывали, как охотится гепард в дикой среде. Затем я позвонил к врачу и записался на прием. Нужно было отдохнуть и разобраться, откуда взялось чувство тревоги и почему так напугал кот с волдырем на шее. На следующее утро я вышел из дома, чтобы сходить к врачу. На лавочке сидели две старушки. Они горячо обсуждали какой-то сериал. На их посиневших от варикоза ногах появились пульсирующие волдыри. Поздоровавшись, я быстро прошел через них и, нырнув в переулок, сел на трамвай и поехал в больницу. Когда я выходил с больничным, возле кабинета дерматолога сидела моя соседка. Когда я подошел к ней, чтобы поздороваться, то увидел, что ее руки полностью покрыты волдырями. Отскочив, я быстро спустился по лестнице и побежал на рынок. Мне нужно сало. Очень много сала. Я не помнил зачем, но знал, это необходимо. Денег у меня хватило на несколько килограммов. Я положил сало в пакет и пошел домой. Загрузил в холодильник и включил новости. Еды и консервов дома хватало. Я чувствовал, что нужно прятаться и опасаться этих странных волдырей, но не помнил, откуда взялось это странное чувство. На третий день моего карантина в новостях стали говорить о странной инфекции. На телах у людей разных возрастов начали появляться пульсирующие волдыри, но чаще их замечали на телах домашних животных. Было принято решение истреблять всех бродячих четвероногих. То и дело слышались по району выстрелы и причитания. Затем принялись истреблять и домашних любимцев. Я видел в окно, как мотались бригады скорой помощи и люди в одежде химзащиты с винтовками, отстреливая все, что лаяло, мяукало и издавало другие нечеловеческие звуки. Через неделю из всех стоков полезли крысы, все покрытые волдырями и нарывами.
Они полчищами налетали на продуктовые магазины, троща все на своем пути. Тогда в городе объявили военное положение. К бригадам скорой помощи добавились военные машины с громкоговорителями. Они то и дело объявляли, что на улицу выходить опасно, и что у них есть приказ стрелять на поражение в любого, кого они увидят. Эпидемия распространялась. Перед тем, как пропало электричество, в новостях диктор с большими волдырями на лице и руках объявил о военном положении. Еды оставалось еще на пару дней. Я смотрел в окно на пустынную улицу, по которой даже крысы перестали бегать, и думал, как человечество с такими технологиями могло докатиться до такого состояния всего за несколько дней. Растопив на газу сало, я разделся и обмазался полностью. Ножницами кое-как остриг волосы. Все остальное сделала бритва. Подойдя к входной двери, я попытался открыть ее, но что-то тяжелое преградило мне путь наружу. Я со всей силой налег. Дверь поддалась. В образовавшемся проеме я смог рассмотреть толстую ногу, сплошь покрытую огромными волдырями. За дверью я услышал тихий хриплый стон. Протиснув свою голову в зазор, я увидел соседку. Все ее тело раздулось. Шея была похожа на огромный спасательный круг. Вместо глаз на ее лице зияли две черные дыры, из которых выползли красные жуки. Они почуяли меня. Не знаю как, но почуяли. Тело женщины начало хрустеть. Все волдыри разом лопнули, а черная жижа вперемешку с гноем и полчищами жуков устремилась ко мне, быстро перебирая лапами. Они пытались подняться и ранить меня, но соскальзывали по толстому слою жира. Я медленно пошел к лестнице и начал спускаться вниз, а жуки под ногами хрустели и лопались. Я вышел на пустынную улицу. В воздухе стоял запах разложения. Именно так пахнет смерть. Когда я вышел на большую площадь, в центре была навалена огромная куча трупов. Она прогорела наполовину. Хоть кое-где и были огненные участки, в основном куча дымела. Я прошел дальше до конца площади. Здесь был большой супермаркет. Внутри пахло гнилью и забродившими фруктами и овощами. Все полки и витрины были перевернуты. Все помещение было усеяно разлагающимися разорванными трупами. Я почувствовал слабое жжение под коленом. Красный жук пытался пролезть внутрь, и у него почти получилось. Я подхватил его пальцами и сильно сжал. Моментально тело захрустело и лопнуло. По моим пальцам потекла липкая черная жижа. Набрав как можно больше консервов в тележку, я поехал домой. Как тяжело было осознавать то, что я остался единственным выжившим во всем городе. Придя домой, я смазал жиром входную дверь и порог, а скотчем заклеил все зазоры на двери. Оставалось только ждать. Но чего? Неужели мог кто-то выжить? Дома у меня была большая библиотека, оставленная после смерти родителей. Я как раз читал Достоевского, когда услышал на улице какой-то странный гул. С каждой минутой он нарастал и все ближе приближался. Я вглядывался в окно, пытаясь рассмотреть, что происходит. Из-за соседнего дома, переливаясь в солнечном свете, двигалась огромная блестящая туча. Это были небольшие насекомые золотистого цвета, с маленькими крылышками. Я видел, как большая стая неслась по улице, пожирая красных жуков вместе с трупами людей и животных. Они на огромной скорости разбивали стекла, вламывались в квартиры и подъезды, очищая нашу землю от созданий зла. Ведь все в нашем мире взаимосвязано. Если где-то появляется безграничное зло, всегда должно появиться такое же безграничное добро. Все для сохранения баланса. Ведь только так человечество может жить, не нарушая это шаткое равновесие. Жить в гармонии с окружающими.
Когда божественная Машкара закончила свое шествие, я взглянул на свое разбитое окно, подставляя солнцу свое небритое уставшее лицо. Нужно найти людей и начинать восстанавливать наш город. Но перед этим я должен сделать еще кое-что. В холодильнике на нижней полке я взял стеклянную литровую банку. В ней сидели 2 красных жука. Казалось, что они спят. Но как только я открою крышку, они почуют запах моей крови и вмиг бросятся на меня. Я положил дневник внутрь и, выйдя во двор, закопал его в палисаднике. И это мое послание потомкам. Умрите, а я пойду убивать каждого. Мужчину, женщину, ребенка. Человек не будет господствовать на планете, если я не справлюсь. Всегда есть план Б. Всегда. Всем привет! Благодаря вам наша гостиная становится больше. Подписываясь на канал, вы становитесь частью нашей семьи. Спасибо большое, что смотрите наше видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и знайте, Дальше больше.